Его надо заполнить. Вы знаете, что весь мир погрузился в экономический кризис, вызванный неэкономической природой. Но было бы интересно узнать, когда мы прекратим лететь вниз, нащупаем дно, от которого начнем движение к нормальной жизни. Посмотрев это видео, вы узнаете, на какой стадии находятся Китай, США, Еврозона и Россия, что такое черный лебедь и какая профессия может подсказать окончание кризиса. Для этого выпуска мы обработали тонны информации, но навыку работы с данными и вы можете научиться, устроиться на настоящую работу и даже получать за это деньги. Если хотите вникнуть в работу с искусственным интеллектом, предсказанием событий и распознаванием эмоций людей, то слушайте дальше. Skill Factory запустил новый набор на курс Data Science. Профессия не из легких, ведь вас будут прокачивать по питону, нейросетям, основам Big Data и дата-инжиниринга. За это время вы построите рекомендательную систему на основе алгоритмов. Это типа той, что YouTube рекомендации. Потренируете навыки в машинном обучении и поучаствуете в соревновании на Kaggle. Плюс сейчас стал доступен карьерный центр, где помогут с резюме, организуют собеседования и предложат вакансии самым крутым студентам. Так что шагайте в будущее по ссылке в описании, менеджеру скажите, что от MyGap, чтобы получить скидку в 50%. Для начала скажите, из чего состоит счастье? Что нужно человеку, чтобы стать счастливым? Вам в голову пришли сразу несколько вариантов, из которых сложно выбрать. Это здоровье семьи, дофигища денег, успех в карьере, уважение и почет общества, вторая половинка. Кто-то ценит все эти категории в равной степени, а кто-то отдает предпочтение лишь некоторым. Чтобы понять, что такое счастье, нужно просто спросить. Именно так и поступают аналитические центры, чтобы понять, что же творится с экономикой. Просто берут и спрашивают. Если у вас на языке вертится Да что ты, черт побери, такое несешь? не торопитесь вырубать это видео. Существует такая штука – Purchasing Management Index, сокращенно PMI. А на русский переводит как индекс деловой активности. Если позволите, между PMI и IDA мы выберем первое. Этот индекс зародился в Америке примерно 100 лет назад, и сейчас он является оперативным индикатором, позволяющим быстро оценить, куда экономика идет и что с ней станет. Секрет успеха этого способа вот в чем. Спрашивать нужно не просто людей на улице, а менеджеров по закупкам. Ведь закупщики просто обязаны держать руку на пульсе производственной активности. Например, производитель автомобилей смотрит на новые заказы клиентов и решает, сколько машин требуется рынку в следующем месяце. Он оценивает затоваренность складов, определяет, сколько деталей закупить. От этого зависит план производства в целом. Грубо говоря, если снабженцу требуется больше сырья, материалов, рабочей силы для производства, значит, производство прет, и значит, конкретно у этой компании все хорошо. По этой схеме работает индекс PMI. Спрашивают закупщиков из 300 или 500 компаний страны, которых просят ответить на довольно простой вопрос. По сравнению с предыдущим месяцем, вам стало лучше, хуже или ничего не изменилось? Больше всего интересуют вот эти категории. Что там с новыми заказами, как там склады, объемы производства, занятость и поставки комплектующих. И теперь по аналогии с вопросом «А что такое счастье?» Все зависит от того, кто как считает. Есть Американский институт снабжения, который этим категориям выдает одинаковый приоритет. А есть вторая авторитетная контора, которая считает, что новые заказы – это самый важный показатель. А важность других категорий вы видите на экране. Но в конечном счете PMI показывает, как закупщики оценивают экономику. Индикатор хорош тем, что вы, сидя дома на диванчике, не можете знать ситуацию, у кого какие новые заказы. Пока выйдут отчеты компаний, пройдет несколько месяцев. ВВП тоже выходит с задержкой. А PMI дает данные уже на следующий месяц и подсказывает, куда все это безобразие катится.
Минус такого способа – это субъективность, конечно, потому что, когда дело касается опросов людей, пусть и специалистов на местах, которые хорошо понимают положение компании, тут играет человеческий фактор. Снабженцу может быть просто пофиг, и он тупо забьет или ответит на отвали. Помните, в выпуске о текущем коронакризисе мы говорили? Германия начала демонстрировать признаки рецессии в 18-19 годах, когда начал появляться отрицательный рост. Но представьте себе, что на календарях начало 2019-го. Квартальный ВВП еще не вышел, но данные PMI уже сигнализировали о рецессии. Уже с января PMI был ниже 50, хотя по ВВП было еще непонятно. Да и данные поступают с задержкой, а потом их еще и пересматривают. Но сами понимаете, идеальную статистику мы получим только тогда, когда вообще вся экономика цифровизируется. Все данные о производстве, вплоть до каждой гайки, отобразятся в Скайнете, а роботы будут регулировать перепроизводство и недопроизводство без участия человека. Эх, а ведь когда-нибудь это случится. Останется ли это видео в живых к тому времени? Но вернемся в настоящее. Тем не менее, при всей возможной субъективности этот способ хорош, пусть и не идеален. И самое приятное, что он удобен в понимании. Если вы думаете, что сейчас будут скучные формулы, как на курсах экономики, которые хрен знает зачем вам сунули в универе, то можете расслабиться. PMI проще, чем ВВП, потому что для ВВП нужно знать хотя бы специфику экономики страны. Например, пара процентов роста для экономики США – это нормально, а для Китая – это серьезный звоночек к рецессии. В PMI тебе дают одно число от 0 до 100, где 50 значит в этом месяце все так же, как и в прошлом. Ниже 50 – хуже, чем в прошлом. Выше 50 – все лучше, чем в прошлом. Я почему это рассказываю в деталях, чтобы потом вы сами смогли смотреть, что там в экономике. Это как элемент финансовой грамотности, или как понимание работы сотовых вышек, или как управление патриотизмом. Все это имеет одну общую цель, чтобы вы понимали, как это работает, а значит могли сами ответить на вопрос, когда и какие страны выходят из кризиса. Конечно, высококлассным спецом, просто смотря YouTube-видосики, не стать, да и мы имеем знания очень поверхностное. Но это может стать началом хороших дел. Конечно, никакой индикатор не подскажет появление вируса, который парализует всю экономику. Но вот когда уже все случилось, PMI может подсказать, когда мы начнем щупать дно, от которого экономика начнет движение к нормальной жизни. Когда, наконец, мы разберемся с черным лебедем. Черный лебедь – это термин американо-ливанского экономиста Насима Талеба, который написал книгу с таким названием. Речь о том, что если вы никогда не видели черного лебедя, вы будете считать, что таких птиц не существует, как, в общем-то, все и думали до конца 18 века, пока их не обнаружили где-то в далекой Австралии. Насим Талеб написал целую серию книг, первая из которых называется «Одураченный случайностью». Он называет черным лебедем такое редкое, непредсказуемое событие, которое может изменить вашу жизнь или даже жизнь всего человечества в целом. Примеры таких событий. Распад Советского Союза, атака на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, и пример с 2020 года – это коронавирус. В январе никто не мог себе даже представить, что уже через 3 месяца перестанут летать самолеты, люди начнут мыть еду из магазина мылом, перестанут посещать рестораны и концерты. Но тем не менее, это произошло. Задним числом мы как-то можем рационализировать и объяснить такое событие. Да вот беда. Следующий лебедь прилетает откуда не ждали и клюет нас прямо в задницу. В общем, с помощью PMI можно определить, какие страны нащупали дно и начинают отталкиваться, а каким еще предстоит полет вниз. Именно этим мы сейчас и займемся. Итак, на экране вы видите PMI Китая, Еврозоны, России и США. Сразу скажите, за что уцепился взгляд? Из общей картины больше всего выбивается Китай. По иронии судьбы, там все началось, там с вирусом столкнулись раньше всех, и там же справились быстрее всех. Самый сильный провал был в феврале. В это время как раз вводили первые ограничения. Сначала 23 января карантин провинции Хубэй, затем запрет на внутренние полеты и передвижения.
В общем, конец января и февраль был самым карантинным периодом и, соответственно, самым плачевным для экономики. А вот 18 марта в Китае впервые сообщили о том, что никто не заболел. Именно в марте, постепенно, когда жесткий контроль начал спадать, а количество заразившихся стремилось к нулю, Китай начал нащупывать экономическое дно. Я, кстати, напомню, что число в 50 говорит лишь о том, что ситуация в экономике такая же, как и в прошлом месяце. Это не значит, что все идет на поправку и к докризисным значениям еще далеко. В марте в Китае лишь замедлился спад, то есть еще хуже не стало. Ситуация осталась такая же. И постепенно, двигаясь к июню, страна начала добираться к докризисному стилю жизни, но не экономическим показателям. Люди начали выходить на работу. Снявшийся запрет на транспортное сообщение между регионами восстановил цепь поставок. То есть внутри страны экономика начала восстанавливаться. Но вот с марта месяца ограничения начали вводить другие страны по всему миру. И тут многие осознали последствия глобализации. Оказалось, что китайские заводы вернулись к нормальной жизни быстрее, чем спрос из других стран на их товары. Грубо говоря, Китай уже готов продавать за рубеж, но вот покупатели все еще борются с последствиями коронавируса. Китай – самый крупный экспортер в мире, и больше всего он продает в США. Когда в марте-апреле Китай был готов поставлять свою продукцию за рубеж и заново раскручивать колесо экономики, в это время в США только начали разные штаты вводить строгие ограничения, что в результате привело к беспрецедентной безработице в 15% в апреле и спаду промышленности, который только в июне начинает стабилизироваться. Еще раз напомню, что в июне промышленность США только нащупывает дно. Россия, как и все страны 21 века, очень сильно зависят друг от друга. Очередное доказательство взаимопроникновения и взаимозависимости современного мира. Все, как описывал дядюшка Тофлер. Подробнее о жизни как об одном большом заводе мы говорили тут. Так вот, с начала этого года экспорт товаров только и делал, что летел вниз со скоростью американской горки. Если сравнивать с прошлым годом, то снижение на 20-30%, а в мае практически на 40%. И я очень хочу еще раз сделать акцент на взаимозависимости стран. Больше всего Россия продает другим странам нефть, газ и уголь. Если быть точнее, на это приходится 60% вообще всего экспорта. Крупнейшим покупателем такого добра является производственный гигант Китай, которому углеводороды сейчас нужны не так сильно, потому что китайцы только-только начали раскручивать колесо внутренней экономики и до сих пор страдают от слабого спроса из-за рубежа, в том числе США. То есть Россия продает меньше нефти, потому что Китай производит меньше товаров, потому что в США меньше спрос из-за последствий коронавируса. Да, это, конечно, максимально упрощенная схема. Структура экспорта всех этих стран обильнее. Мы, например, про Европу еще ничего не говорили, но зато хорошо описывает суть современной взаимозависимой экономики. Никакого особого пути не существует. Все переплетено. Еще одно отличие России от других стран в том, что кризис усугубляется слабостью рубля, которому очень поплохело в марте. Чуть позже в России установится новая реальность с рублем по 70. А возросшие цены от закупок импортного сырья и материалов лягут в конечную цену товара, которую, как обычно, заплатим мы с вами из своего кармана. Рубль по 70 уже реальность до открытия границ. Есть вероятность, что курс подрастет еще, когда миллионы россиян, жадных до отпуска на море, ломанутся в обменники, чтобы купить евро и доллары для своей зарубежной поездки. И теперь вопрос, когда все описанное прекратит падать, замедляться, тормозиться, когда мы уже достигнем дна и начнем от этого дна отталкиваться вверх? Когда начнем возвращаться к докризисной ситуации? И есть основания полагать, что производство в Китае, США, Европе и России это дно нащупывает прямо сейчас. Так получилось, что выход этого ролика совпадает со стабилизацией в производственном секторе.
индекс этих стран уже близится к 50, а Китай так уже начал потихоньку отталкиваться. Но тут важно сказать, что я кое-что от вас скрыл. Все эти индексы, которые вы видели, касались только производства, но ведь есть еще и сектор услуг, а вы догадываетесь, что как раз он пострадал сильнее всех. Поэтому позвольте дополнить картину информацией по услугам. Данные, пожалуйста, на экран. Тут опять Китай всех обскакал, а сильнее всех ударило по услугам в Европе. Невероятно пострадал туризм. Отдельно взятая категория туризм получила значение в 3,5 в апреле. С другой стороны, что можно было ожидать, когда все страны заняты борьбой с пандемией, а границы закрыты? Что интересно, рынок услуг пострадал в России так же сильно, как и в Европе, хотя роль услуг в экономике Европы намного выше. Почему услуги в России пострадали так же сильно, как в туристической Европе, можете написать в комментариях. Современный кризис имеет не экономическую природу, а все действия государств – это логичный ответ на биологическую угрозу. Эффективнее всего справились те страны, которые быстро признали проблему, ввели серьезные ограничения, корректно вели статистику заболеваний, обеспечивали всем необходимым больницы, правильно работали с населением и поддерживали карманы людей в то время, когда накладывался запрет на работу. Можно сказать, даже рынок услуг начинает нащупывать дно. Весь мир будет выходить из кризиса так же, как и входил, неравномерно, с интервалом в несколько месяцев. Китай уже сидит и ждет Мексику, Японию, Швейцарию, а Россия, США, Испания и Великобритания в скором времени начнут процесс восстановления. У большинства стран самые сложные месяцы пришлись на апрель и май, а июнь в среднем по миру дарит надежды, что коллапс заканчивается. Глобальный индекс PMI, то есть в среднем по миру, промышленность и услуги уже близится к 50, хотя в мае был еще 36. Все указывает на то, что экономический кризис снижает свое давление. Иными словами, все, господа. Если вы выдержали этот период, то дальше хуже не будет. Но это не значит, что мы вернулись к докризисной жизни. Нет, это значит, что мы перестали лететь вниз. И еще пройдет несколько лет, чтобы полностью восстановиться. Ведь что нам, обычным людям, важно про экономику? Это уровень безработицы. В современном мире сложно выживать без дохода, но вот в США безработица превысила все мыслимые показатели. Россию откинуло на 8 лет назад. В Китае тоже, черт возьми, что происходит, но удивительно, что в Евросоюзе получше относительно других. Этот выпуск я хотел бы закончить аналогией. С момента последнего глобального финансового кризиса люди всеми силами раскручивали колесо экономики. На полученную прибыль нанимали новых людей, расширялись, но тут пришел SARS-CoV-2. И это колесо замедлилось. Для раскрутки требуется уже меньше людей. И теперь человечество начинает свою работу заново, запуская деловую активность с целью набрать прошлые обороты. И в будущем на вырученные средства снова потребуется расширение, снова потребуются люди. Но на это уйдет несколько лет. И то при условии, что все пойдет по текущей траектории. Но данные собирались в условиях ограничений и постепенном их снятии. А когда откроют границы, курорты заполнятся людьми, бизнес-поездки возобновятся, многие расслабятся. Уже сейчас в базовом сценарии ожидают вторую волну заболеваний к осени. Да и второй черный лебедь, не дай бог, прилетит. А я надеюсь, нам не придется делать такое видео еще раз. Мы благодарим наших патронов и YouTube-спонсоров, которые каким-то чудом не отменили поддержку. Это кризисоустойчивые гэпники, герои, консулы, верховные магистры и иллюминаты нашего ордена Давид Большов, Александр Гришканич и We Like. И помните, вы все можете поддержать это видео репостом и комментом. Увидимся на следующей встрече. Damn.